Друзья, наверняка кто-то из вас замечал, что когда только начинаешь встречаться с девушкой, она очевидно ценит те поступки и действия, которые ты совершаешь в ее сторону. Это факт. Но со временем ты ощущаешь, что твои вложения скорее воспринимаются уже как должное. Например, перед встречей ты систематически часто забираешь ее из дома, заезжаешь на автомобиле. А потом, после встречи, довозишь обратно. Или вызываешь такси. Постоянно в чем-то помогаешь. Что-то починить по дому или помочь решить какой-то вопрос в той сфере, в которой она не разбирается. Казалось бы, благое дело. Ты показываешь и подкрепляешь действием свое отношение. Что может пойти не так? Но парадокс в том, что вначале девушка искренне ценила все, что ты делаешь, однозначно тебя благодарила. Спасибо, что подвез. Мне очень приятно, что ты это сделал. Да что там, где-то наоборот даже не хотела тебя напрягать. Ей было попросту неудобно. Что ты будешь мотаться, бензин жечь, или тратить деньги на такси? Сама доеду. То есть переживала еще. То сейчас иной раз даже спасибо не скажет. Мило улыбнется, поцелует и выдаст дежурное «созвонимся». И мысли нехорошие лезут. Как будто бы девчуля отдаляется. Почему так? Здесь важно понимать, что если ты столкнулся с такой проблемой, значит ты имеешь дело с женщиной, которая руководствуется преимущественно эмоциями. Она идет у них на поводу в жизни и в отношениях не исключение. Такая женщина хочет извлекать из отношений только кайф. Так вот, тот трепет и та благодарность по отношению к твоим вложениям, которые улучшали ее жизнь на самом-то деле. Все это было обусловлено лишь этим самым кайфом, который в свою очередь был порожден вот этой высокой значимостью к тебе на старте. Ведь на чем эта значимость базируется? На наших любимых гормончиках счастья и удовольствия, окситоцин, дофамин. Именно этот невероятный буст всех этих биохимических процессов в ее голове и дает вот этот необходимый запал эмоций женщине, которые позволяют ей быть, таким благодарным ангелочком, назовем это так. Быть покорной, где-то подстраиваться, угадывать твое настроение. Женщина искренне пребывает в этом состоянии. Она искренне ценит тебя, твои действия, твою помощь в каких-то вопросах. Искренне говорит спасибо. Ты для нее важен. Она кайфует от этого. Но как и любой гормональный угар, он имеет свойство со временем ослабевать и уходить. И уже после этого отношения входят в другую фазу, где уже начинает превалировать другой гормончик. Гормон спокойствия, серотонин. Здесь уже девчуля успокаивается. Он уже мой. Куда он денется? Он прогнозируем, понятен. Где-то скучен. И вот ценности в том комфорте, который ты даешь в этот период, она не видит. Она не способна его видеть. А значит, и способность на благодарность в этот момент она утрачивает. Опасность здесь заключается в том, что женщина, у которой угасли эмоции, не способна продолжительное время пребывать в каких-то понятных, длительных отношениях. Ведь это рутина, это скука. Вот этих пиков дофамина не происходит. И вот это твое хорошее отношение на систематической основе, для нее это просто данность. А вкупе с тем стрессом, который ты испытываешь в этот момент, и ошибками как следствие, сейчас мы разберем, девчуля рано или поздно обесценивает отношения полностью и уходит. Это как с ребенком. Когда даришь ему первую в жизни его игрушку, он неимоверно рад, он счастлив. Неважно, что там, это становится его любимой игрушкой. Потом даришь ему вторую, тоже рад. Третью, пятую, десятую, тоже классно, тоже доволен. Но когда даришь 20-ю, он ее просто покрутит, скажет, да, прикольно. Пока отложу, потом поиграю. Но стоит эту игрушку у ребенка отнять, а потом через время снова вернуть, она станет для него любимой. Даже более значимой и ценной, чем самая первая, которую ты подарил. Или одной из. Так вот, единственный способ заставить женщину снова ценить тебя, ценить то, что ты для нее делаешь, это отнять игрушку. Но давай сейчас бегло пробежимся по ошибкам, которые ни в коем случае нельзя допускать. Но мужчины допускают. Первая ошибка. Очень часто мужчина начинает суетиться. Начинает резко давать больше этого внимания, больше помощи, ништяков, ресурсов. Быть более комфортным и услужливым. У меня на консультации полно таких историй, когда хороший, славный парень, муж, давал женщине все, буквально. Закрывал все вопросы и потребности роднули.
уборщицы, няни, салоны красоты, водитель. Откуда у него берется такое желание отдавать все больше, не получая при этом ничего взамен, даже близко равнозначного? Конечно же, это страх. Ведь девушка отдаляется, а инстинкты ему подсказывают, что нужно поскорее сблизиться, иначе потеряешь. Мужчина сам боится себе признаться в том, что сидит на дофамине на самом-то деле. Но что по итогу происходит? Женщина начинает обнаглевать все больше и больше, и в какой-то момент она просто не может уже утолить свой аппетит, который со временем только растет. Но мужчина и здесь продолжает вкладываться, не понимая, что собственными руками убивает отношения. Это как растение, которое ты чрезмерно заливаешь водой. Поливаешь его больше, чем надо, больше, чем требуется. В надежде, что оно как-то быстрее расцветет. Но что часто происходит? Этот цветок просто вянет. Потому что ему нужна определенная дозировка воды. Соблюдать пропорции. Также и с женщиной. Те хорошие поступки, которые ты совершаешь на постоянной основе. Тот комфорт, который ты без ограничений предоставляешь. Он уже воспринимается женщиной как просто твое свойство. Это твое качество, которое она ждет по умолчанию. Вот ты такой. То есть вот конфета сладкая, чипсы соленые, а ты комфортный. По-другому она тебя уже не воспринимает. И теперь уже коллега с работы будоражит ее гораздо больше, чем ты. И те услуги, которые он ей предоставляет, ценятся гораздо больше, чем твои. Я думаю, понятно, насколько долговечными будут подобные отношения. Ведь со временем власть получает более капризный партнер. Это правда. Вторая ошибка – это обижаться. То есть здесь мужчина как бы это уже замечает, да, что вот той теплоты и благодарности он недополучает, но не знает, как на это правильно реагировать, как к этому относиться. И он пытается вот неуклюже как-то вот показать, что его это задевает. В надежде, что девчуля это заметит, ну и как-то успокоит, поощрит своего верного песика. Мужчина может даже напрямую пробурчать что-то типа, могла бы и спасибо сказать. Но что здесь женщина понимает? Кроме недоумения или жалости, никаких эмоций больше у нее это не вызывает на самом-то деле. Потому что она не понимает природу этой обиды. Абсолютно так же, как и не понимает, почему она охладела. И все, что она способна понять в этот момент, это насколько она важна и значима в твоей жизни, что она вообще в принципе имеет такую опцию, как быть неблагодарной, когда захочет. Да и в целом управлять этими отношениями. Ведь что такое обида? Обида – это эмоция. Если ты эмоционируешь, но не действуешь, да, ты просто обижаешься по факту, не уходишь, ничего с этим не делаешь, значит, и не способен на это. А часто не хочешь просто. Значит, залип, значит, слабый. Не жди уважения, благодарности и того, что эти отношения, в принципе, будут ценить. Это билет в один конец. Третья ошибка – это когда мужчина терпит. Чтобы все не испортить. Подумаешь там, отношения же есть, да, и хорошо. Но это обманчивое ощущение. Ведь вероятность ошибки здесь крайне велика. Потому что природа этому – страх. Мужчина постоянно находится в напряжении, он боится сделать что-то не так. Подсознательно понимает, что права на ошибку у него нет, так как все поставил на этот кон. Все поставил на одну девушку. И как следствие уровень стресса начинает расти. А вместе с ним и вероятность ошибки. Такой парадокс. Это как с велосипедом, когда ты только учишься на нем ездить. Тот, кто уже умеет, со стороны может смотреть на новичка и думать, проедь ты вот здесь 2 метра, что здесь сложного? Но тот, кто первый раз садится, у него огромный уровень стресса, он понимает, что может упасть, может сломать велосипед. Для него цена ошибки высока. Опасность в том, что ты терпишь, заключается еще и в том, что это чувство, оно конечно. Рано или поздно эта чаша переполнится. Невозможно терпеть вечно. Это как кастрюля с водой, которую ты поставил на плитку, ушел в другую комнату и забыл выключить. Бурлящая вода поднимется и выльется на эту плитку. Так же и здесь. Когда ты в себе это держишь, рано или поздно произойдет какое-то недопонимание, конфликт, столкновение интересов с девушкой. Да, и мужчина, как правило, здесь начинает предъявлять это все. Да, выливает на девчулю. Да ты меня не ценишь. А когда последний раз спасибо говорила? Да и вообще ты охладела ко мне. Что происходит? Начинаются вот эти эмоциональные истерики. Девчуля искренне не понимает, что происходит. Ведь до этого ты никак не обозначал этого. Никак не показывал, что тебя это не устраивает. Что по итогу? Происходит скандал, в котором ты, естественно, проигрываешь. Потому что женщина от природы
обладает более высоким эмоциональным интеллектом, и она просто приведет тебе такие аргументы и доводы, на которые тебе просто нечего будет сказать. В итоге она тебя завиноватит, да, и ты еще потом и извиняться будешь. Это каждая вторая история. Ну и четвертая ошибка – это просто спокойно поговорить с женщиной. Здесь уже мужчина думает, что ну да, я канал посмотрел, уже все понимаю, нельзя выходить на эмоции, нужно быть спокойным. Но он забывает один немаловажный нюанс. С какой именно женщиной мы имеем дело? Давай задумаемся. Если она со временем утратила эту возможность ценить тебя, будучи не находясь вот в этом эмоциональном дофаминовом угаре, значит, она не обладает этой способностью, не обрела, не воспитали, неважно. А значит, и говорить с ней не о чем. Вот в чем парадокс. Даже если ты сядешь с ней за стол переговоров, даже если она тебя выслушает, согласится, будет кивать, говорить, да, ты прав, да, действительно, это правда. Разум-то ее понимает, а биологическое начало нет. Следовательно, это бессмысленная затея. Итак, решение. Что нам с этим делать? Как заставить женщину ценить те вложения, которые ты для нее делаешь? Чтобы она не воспринимала это как данность или само собой разумеющийся факт какой-то. Как снова вызвать у нее те самые эмоции и теплоту. Для этого мы должны лишить ее этого комфорта, как ни странно. Отнять игрушку. Ведь для выброса гормонов необходимы не только положительные эмоции на постоянной основе, но иногда и дефицит. Ну, попросту говоря, нужно обломить девчулю. Ведь правило здесь простое. Если ты управляешь дефицитом, значит ты управляешь и отношениями. Спокойно, хладнокровно, грамотно. Любое эмоциональное состояние можно регулировать. И здесь важно и необходимо поместить женщину в состоянии хуже, менее комфортное, чем было до этого. Что мы делаем? Ну, например, ты в конце встречи всегда довозишь девушку до дома на своем автомобиле. И вот в один прекрасный день ты говоришь: слушай, дорогая, сегодня сама. Нет возможности довезти, нужно срочно ехать по делам. Говорим это дружелюбно, спокойно. По каким там делам мы не говорим, то есть причину не обозначаем. Пока наблюдаем, смотрим за ее реакцией. Здесь может быть два варианта. Первое, она скажет: ну ладно, хорошо. То есть для нее это что-то, да, ты видишь, что необычное что-то, но негатива нет. И после всего этого там в другой день она ведет себя хорошо или даже лучше. Ты ощущаешь от нее вот эти эмоции или отдачу, которая была ранее. Значит, все прошло удачно, ситуация не запущена и все хорошо. Еще есть вариант, когда она может спросить причину, типа, а что за дела, а почему не можешь довести. Это уже, конечно, не очень хороший знак, но там нужно смотреть, какой интонацией она это говорит. То есть нужны нюансы, детали. Здесь уже можешь придумать любую причину. Например, по работе вызвали, неожиданно позвонил старый знакомый и предложил встретиться. Даже лучше этот вариант, чем с работы. Потому что вызов по работе – это такое, знаешь, обстоятельство непреодолимой силы. А нам важно выявить, насколько реально девчуля уважительно относится к нашей жизни. Насколько она понимает, что события в ней важнее, чем иногда не довести ее до дома. И что это нормально. Если еще взять вариант, когда вы живете вместе, и ты, например, забираешь ее с работы. Ну, это часто бывает. Просто в один из дней пишешь СМС или голосовое. Слушай, дорогая, сегодня не получится тебя забрать. Так что сама. Я бы еще здесь добавил: купи что-нибудь по дороге. Зайди в магазин, купи яблоко. Да, как бы немножко обостряем. И наблюдаем за реакцией. То есть, если никаких не будет возмущений, никаких обид, да, после этого, то все хорошо. Если она потом будет за это мстить еще, припоминать тебе, что, мол, вот ты мне там отказал. Или заставил в такой вот мороз ходить по магазинам и искать тебе яблоки. Ну, здесь уже ситуация запущена несколько. Это примеры, которые я взял просто из головы. Каждый из вас может найти в ваших отношениях что-то свое. То, что ты делаешь постоянно на систематической основе, то, к чему она привыкла, ты это явно видишь. И, соответственно, лишаешь ее этого комфорта. Почему это эффективно работает? Важно понимать здесь, как мыслит подсознание женщины. То есть она думает: ага, раз он может вот так просто и спокойно, без оправданий, убрать комфорт из моей жизни, значит, считает позволительным это делать. А значит, сильный мужчина. Что глобально дает нам этот метод? Первое, это мы подтверждаем свою сильную позицию или делаем заявку на нее, если это самое начало отношения, и еще не ясно, кто есть кто, борьбы за доминирование не происходило.
либо калибруем, насколько прочно мы ее занимаем. Ну и за счет всего этого мы даем также женщине эмоции. И второе, в особо запущенных случаях это сработает как негативный фактор. Почему? Потому что это обострение ситуации, обострение вот этого привычного уклада комфортной жизни девчули. Хотя негативный фактор это как посмотреть. Ведь если наша цель понятные, спокойные, экологичные отношения, то это на самом деле хороший фактор. Потому что мы как бы вскроем это, мы выявим истинное отношение к нам. То есть здесь часто женщина воспримет это изменение в твоем поведении как плохое отношение к себе. Да. И скорее всего она обнулит все то хорошее, что ты для нее делал. Здесь уже да, надо решать, что с этим делать, реанимировать отношения или вырабатывать план по корректировке наших позиций. Вот этот метод дефицита вложений я рекомендую делать для профилактики. То есть не дожидаясь, когда девушка уже откровенно свесит ножки тебе на шею, и ты уже почувствуешь этот дискомфорт. Нет. Это необходимо делать с самого начала. Ведь подобными методами мы и регулируем баланс значимости в целом. Но и перебарщивать не стоит на постоянной основе. Да? Смотрим по ощущениям. Да, ты почувствуешь, когда это необходимо сделать. Главный вопрос. Плохо ли это? И стоит ли вообще всем этим заниматься? Хочу вас здесь предостеречь. Я бы с осторожностью все-таки отнесся к женщине, которая способна придавать ценность тебе исключительно под дофамином. Ведь по сути вот эта способность мне не воспитана изначально. Не передана родителями, не привита с детства. А изменить сформировавшегося человека часто невозможно. Девушка уже сформирована с 16 лет. И здесь легко обмануться. Ведь я постоянно читаю перед консультациями историю, где мужчина, очарованный вот этой заботой девчули по отношению к нему, тем, что она придает настолько высокую значимость его поступкам, он ставит на кон все. Он внушает себе, что это же та самая. Ты посмотри, она же сокровище. Ты посмотри, что она для меня делает. Посмотри, как она благодарна. Он ставит на кон все. Влезает в совместную жизнь, женится, берет ипотеку, заводит детишек. А когда открывает глаза, понимает, что в один момент все то, что он для нее делал, обнулено. Вот так, по щелчку пальца. А также понимает, что соскочить-то уже не так просто. Я рекомендую не торопиться и присмотреться. По-настоящему цена лишь та женщина, которая способна на созидание и заботу вопреки всем этим гормонам. Она способна на это, находясь в спокойной фазе отношений, когда эмоциональный всплеск уже прошел. И вот здесь мы уже можем понимать, что она умеет это делать, умеет быть благодарной, умеет ценить, умеет уважать, а значит умеет любить. А главное, она хочет это делать. Не потому, что ты какой-то непредсказуемый, загадочный, недоступный или на крутой тачке подъехал, а потому что в ней это заложено. Ведь что такое любовь? Это не про то, что ты чувствуешь. Это не про то состояние эйфории, которое ты испытываешь в начале отношений или после манипуляции какой-то. Это про то, что ты делаешь. Это действие. Это ремесло, которому также необходимо обучаться, как и любой профессии, любому делу. Поэтому если ты наблюдаешь, что со временем женщина утрачивает к тебе это уважение, не придает ценности твоим вложениям, и, что немаловажно, это никак не компенсируется какими-то другими качествами, которые бы это покрывали, то здесь я бы задумался, а стоит ли вообще продолжать эту историю? Ведь сомнение – это прерогатива сильного человека. Именно тот, кто сомневается, по-настоящему руководит отношениями и способен занимать реальную, честную, сильную позицию. А подходит ли данная барышня для построения серьезных отношений? А стоит ли с ней вообще продолжать дальше общение после ее вот этих закидонов? А стоит ли принимать бывшую обратно после того, как она поступила? Сомневаясь, ты способен задавать правильные вопросы, которые порождают правильные, адекватные действия. Ты мыслишь критически. А когда ты влюблен, одурманен этой зависимостью, тебя лихорадит от этих эмоций. Ты ни в чем не сомневаешься. Ты уверен, что это та самая, что это судьба, что это навсегда. Заочно уверен. Это прямой путь в слабую позицию. И вероятность ошибок здесь крайне велика. И как в этом состоянии ты собрался кого-то влюблять, регулировать баланс значимости? Поэтому только понижение значимости способно дать тебе силы быть эффективным в своих решениях и сомневаться.
И именно в этот момент ты заимеешь эту способность осознать, что любые отношения, основанные на дофамине, они конечны. Это ерунда полная. Благодарность, основанная на дофамине, ерунда полная. Когда женщина говорит, что ты такой классный и она тебя любит, после насыщенного, яркого проведенного вечера, где ты пыжился и развлекал ее, это ерунда полная. А вот когда женщина говорит «люблю», и ты понимаешь, что в последнее время она старалась, проявляла заботу в абсолютно спокойных отношениях, вот это ценно. Напоминаю, друзья, что доступен курс понижения значимости. Для приобретения пишем мне в личку. Контакты указаны в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр и скоро увидимся.